Здравствуйте, уважаемые застройщики! Сегодня хотел рассказать вам о сборном дымоходе итальянского производства F2 Domus, который я выбрал для вот такой вот печки-камин Охта отечественного производства. 8 киловатт. Но о ней я расскажу чуть позже. Сейчас про дымоход. Значит, диаметр дымохода 170 миллиметров. Для него я при застройке оставил вот такую нишу с запасом. Здесь далее пойдет вытяжка. Данный дымоход состоит из 13 единиц. Из 13 сборных блоков, вот таких. Монтировал я его сам. Начинал с установки вот этого конденсатоприемника, донышко так называемое. Вот тут специальное отверстие сделано для этого. Тут же идет у меня канализационная труба для отвода конденсата. Впоследствии я ее подключу. Следующий идет вот такая вот специальная дверочка из нержавейки для удаления сажи. Печь я начал топить с декабря, с начала декабря. Вот. Что нравится, сажа отваливается сама. Вот, в принципе, за 2,5 месяца каждодневной топки набралось где-то ведро сажи. Да? Все сделано культурненько, аккуратненько. Вот с такой вот заслоночкой. Тяга, кстати, очень классная, хорошая. Ключ, кстати, не было в комплекте. Ключа я не знаю почему. Ну, я нашел, в принципе, выход от электрощитка. Подходит ключ. Тут обычный 4-гранник. Вот, кстати, упала только что окалина сажи. Так, ну что, сажал дымоход на клей герметик специальный, который шел в комплекте. Вот он, напоминает такую глину. Но твердеет, кстати, очень быстро. Очень понравился материал. Мешка хватило на все 13 блоков. Значит, что могу сказать? Строил по отвесу, по 3 блока с перерывом на 2 часа. Собрал я его за 2 дня. Вот такой вот дымоход, он теплый, хорошо отдает тепло. Пойдемте на 2-й этаж. Здесь такая забежная лестничка. Сделал. Вот он, этот дымоходик. Вот. Какие возникли нюансы? Вот сейчас идет у меня процесс штукатурки. Очень много влаги в помещении. Начало собираться и оседать в дымоходе. Дымоход заплакал через швы. Потекла жидкость, запахло в комнате очень сильно дегтем. Начал читать, изучать, почему такое может случиться, произойти. Недостаточно утеплено. Вот я попробовал, купил такой вот материал фольгированный. Внутри базальтовая вата. Вот. Запах уменьшился. Впоследствии хочу утеплить его весь и
сделать нишу из гипсокартона. Вот, посмотреть, как он будет впоследствии себя вести. Значит, дальше проход через крышу сделан. Кстати, что замечательно, вот здесь он практически не греется. То есть, если печь не калить сильно, то опасность пожара минимизирована максимально. Впоследствии сделаю, конечно, проходку из железа. Вот, пока все время вот так установил, потому что в доме нужно работать, нужно поддерживать тепло. Вот. Да. Небольшая гардеробная, тоже под отделку готовится, натянуть сетку. Вот. Ну и возвращаемся к дымоходу. Преимущество. Обошелся он мне 45 тысяч рублей. Смонтировал сам. В принципе, устраивает. Все. Единственное, ну, это, конечно, вот этот запах. Хотя топлю я дровами березовыми, исключительно сухими, ольхой. Вот. Но запах присутствует. Пойдемте про печь теперь расскажу немного. Вот, кстати, дровишки. Они сухие, тут уже готовые лежат. Натаскал я их сюда. Пол, кстати, да, теплый пол по ночному тарифу включается. Электрокотел. И днем дотапливаю вот этой замечательной печкой отечественного производства под названием Охта. Печь камина, тут я воду грею для технических. Значит, такая вот плита. Крышечку можно закрыть, если нужно что-то нагреть. Пожалуйста. Мощность печки 8 киловатт. В принципе, ее хватает на весь дом. Площадь дома 110 квадратных метров. Вот сейчас как раз закинул дровишек в топочку. Вот. Довольно мощная, точнее не мощная, а толстостенный металл, хороший, качественный. Вот тут такой зольник. Раз в 3 дня примерно я его очищаю, золу использую в огородных делах. Вот идет процесс. В принципе, одной закладки хватает на 4-5 часов горения. То есть 3 раза за день я подбрасываю на нее дрова. Конечно, печь, чем ее недостаток в том, что она дает тепло, пока горит. Вот, то есть тепло она аккумулирует плохо. Вот здесь вот сделаны такие воздуховоды, обложена она плиточкой керамической. Впоследствии хочу вот эту нишу сделать стенку из красного кирпича целиком. Вот отсюда из красного кирпича, чтобы тепло могло аккумулироваться. Кстати, вот это колено, вот я его тоже временно утеплил ватой. Колено шло в комплекте из нержавейки. Довольно толстая нержавейка, качественная. Вот. Докупил переходничок 45 градусов. Его сейчас не видно. Вот здесь вот. Вот он здесь вот. Вот. И предусмотрел вот такую вот нишу. Монтирована труба канализационная 110-я. Пол у меня по грунту выполнен. Вот это будет поддув. То есть я ее открою в будущем. Вот будет доступ свежего воздуха для нормальной работы печки. Вот пока временно тут кирпичиками такими старенькими обложил.
принципе, морозы были у нас тут недели 2 назад. Минус 35 градусов. Ну, печь топил целый день. Вот, работаю комфортно. Работаю вот, в футболочке. В принципе, замечательно. Все устраивает. Все, всем добра и удачного строительства.